Глава 591. Лунная база. Ракета города чудес была более 40 метров в длину, весила около 60 тонн и в основном управлялась умным мозгом. С несколькими десятками источников энергии, наполняющих его одновременно, он мог мгновенно отправить ракету на десятки тысяч метров с невероятной скоростью. Воздух на высоте десятков тысяч метров был уже на незначительном уровне. Ракета продолжала двигаться все быстрее и быстрее, постепенно встречаясь с астральными ветрами. Астральные ветры не были настоящими ветрами. На самом деле это был просто бушующий поток энергии. Такого вида мощного потока энергии было достаточно, чтобы разорвать даже самое сильное сопротивление, и это было причиной, по которой обычные летательные аппараты или существа не могли войти в глубокий космос. Ракета города чудес была специально разработана для таких условий, поэтому в ней не только было достаточно топлива, но и сама ракета была покрыта большим количеством устойчивых рун и массивов. Ракета под управлением умного мозга автоматически анализирует ситуацию в окружающей местности и активирует массивы вокруг ракет. Эти массивы не только укрепляли корпус ракеты, но и уравновешивали разрушение астральными ветрами, позволяя ракете лететь еще более стабильно. Голос Мэн Ин раздался из устройства связи. «Вивиан, Цзинь Ло, как вы там?» Совершенствование Вивиан и Цзинь Ло не было слабым. Вивиан находилась на пике 7-го уровня истинного духа, а Цзинь Ло была поднята городским лордом Боша, не жалея денег. Она уже была пиковым экспертом 1-го уровня Небесной области. Хотя ракета становилась все быстрее и быстрее, создавая давление, которому смертные не могли сопротивляться, это никак не повлияло на них двоих. Вивиан быстро взяла устройство связи и сказала: «Расслабьтесь, все в порядке. Мы очень-очень высоко. Я могу видеть весь лес хаоса, это действительно невероятно». Мэн Цинву из города чудес сказала в устройство связи: «Вы собираетесь войти в космическое пространство, поэтому наша связь, скорее всего, будет отключена. Вы должны быть очень осторожны, вы не можете быть небрежными». «Да». Вивиан быстро сказала: «Мы обязательно добьемся успеха». Это было так, как сказал Мэн Цинву. Хотя зона действия дирижаблей связи города чудес была широкой, ракета уже достигла высоты 50 тысяч, что было вне досягаемости дирижабля небесной сети. По мере того, как ракета продолжала подниматься выше, связь становилась все более нечеткой, пока, наконец, не исчезла полностью. Мы находимся на расстоянии 20 тысяч километров. Вивиан гордо сказала: «За эти десятки тысяч лет я первый эльф, добившийся высочайшего уровня». Цзинь Ло сказала с улыбкой: «Тогда я, безусловно, самая высокопоставленная русалка в истории». Двое из них смотрели в окно, имея возможность видеть большую часть континента. Было множество цветов и сложный пейзаж. Были горные хребты протяженностью в 10 тысяч миль, некоторые места были покрыты лесом, некоторые места были с вулканами возрастом в десятки тысяч лет, а некоторые места были с бескрайней дикой природой. Это действительно заставило их глаза широко раскрыться. Сотрясение ракеты становилось все сильнее и сильнее. Это было похоже на то, как тысячи молотов одновременно ударяли по ракете, и нормальные люди задавались бы вопросом, сможет ли ракета продержаться или нет, но Вивиан совершенно не волновалась. С одной стороны, она была абсолютно уверена в продукте города чудес, а с другой стороны, у нее в кармане все еще был транспортный свиток. Даже если ракета взорвется, по крайней мере, у нее все еще будет шанс телепортироваться. Все было более гладко, чем они думали. Когда топливо ракеты было почти израсходовано, они, наконец, прошли через область астрального ветра. Вивиан и Цзинь Ло сели в кабину и управляли ракетой с помощью умного мозга. Израсходованный топливный модуль был оставлен в космосе, и они вдвоем начали исследование на своем дирижабле. Цзинь Ло была наполнена ни с чем не сравнимым волнением и новизной. Они уже были в космическом пространстве. Что нам теперь делать? Вивиан просмотрела планы и сказала: «Мы уже достигли высоты в 50 тысяч километров. В космическом пространстве нет воздуха или гравитации, но также нет опасности астральных ветров. Наша задача — найти жилу космического пространства и найти подходящее место для приземления». Цзинь Ло нахмурила брови. «Как мы сможем найти рудную жилу в космосе?» Вивиан засмеялась. «Разве ты этого не видишь? Она везде». Вивиан открыла панорамный вид, и перед ними появился мир космического пространства. Космическое пространство ни в коем случае не было заполнено тьмой. Там смешивались прекрасные иллюзорные драгоценные камни фиолетового, белого и синего. Откуда могла быть такая сцена? Это было связано с моделью континента. Когда был сформирован континентальный план, энергия, символизирующая смерть и тьму, опустилась на дно континента. Энергия, символизирующая свет и гром, собралась на вершине континента. Что касается элементарной энергии ветра, огня, воды и земли, они собрались, чтобы сформировать мир. На вершине плоскости текло большое количество света и элементарной энергии грома, поэтому они создали эту ослепительную сцену, потому что область была не плоской поверхностью, а скорее изогнутой поверхностью.
Слой пространства и времени поглощает энергию, и когда будет собрано большое количество энергии грома и света, они образуют несравненно большое светящееся тело. Это был шар, который менял периоды, создавая ночь и день. Солнце на континенте было вот таким. Тогда какими были звезды? Цзинь-Ло была уверена, что звезды — это гигантские метеоры, но после выхода в открытый космос она узнала иное. Звезды, на которые все смотрели, на самом деле были большими энергетическими вихрями. Эти энергетические вихри были созданы из чистой энергии без каких-либо элементов, и концентрированная энергия была собрана прямо в центре. По прошествии бесчисленных лет энергия была сжата в материальную форму и выпущена из вихря. В конце концов, они станут большими частями звездных камней, вращающихся вокруг вихрей. Эти вихри были повсюду в космическом пространстве. Эти вихри окружали бесчисленные звездные камни. Каждый звездный камень был важным космическим материалом для добычи. Звездные кристаллы внутри них могут быть переработаны в важные материалы, такие как звездное железо, звездную медь и звездное золото. Их можно было не только использовать для усиления различного оборудования и исследовать, они были важным материалом для строительства дирижаблей. Часть звездных камней можно было превратить в око звезд. Око звезд были связаны с пространственным законом и использовались для обозначения пространства. Это был очень важный материал для строительства транспортных башен и космических врат. По всему небу были звездные вихри, и их не добывали с древних времен. Даже если комитет чудотворной торговли будет добывать большие объемы, они не смогут исчерпать все это за 1000 лет. Цзинь-Ло чувствовала, что, имея возможность окунуться в этот прекрасный и таинственный космический мир, она не потратила свою жизнь зря. Кажется, нет места для приземления рядом со звездными вихрями. Расслабься, старший брат Чутянь уже все спланировал. Вивиан еще несколько раз просмотрела планы. Мы собираемся построить базу на Луне. Луне. Вивиан тоже не понимала, но старший брат никогда не ошибался. Она повела дирижабль в определенном направлении, и вскоре перед ними появился гигантский объект. На первый взгляд, он имел форму несравненно большой серебряной нефритовой пластины и был идеально круглым. Луна этого мира была скоплением энергии и на 90% состояла из жидкой энергии, но была ее часть, которая упала на континент. Уа, слишком красиво. Вивиан медленно приблизилась к Луне, чтобы найти континент, полностью сделанный из чистого и безупречного нефрита, без каких-либо растений или других материальных объектов на нем. Хорошо, мы приземляемся. Вивиан осторожно приземлилась на поверхность Луны. Этот истребитель был специально разработан, поэтому он сразу стабилизировался после приземления на Луну. Готово. Удачная посадка. Вивиан радостно хлопнула в ладоши. В этом истребителе есть заранее построенная транспортная башня. Нам просто нужно отправить письмо через космический склад, и город чудес сможет отправить людей напрямую. Цзинь-Ло никогда не думала, что все будет так гладко. Чего мы ждем? Нужно немедленно связаться с городом чудес. Эта задача уже была почти выполнена. Когда Вивиан и Цзинь-Ло подумали об этом, умный мозг истребителя внезапно заговорил. Предупреждение. К истребителю приближаются неизвестные организмы, у них мощная энергия. Они в панике посмотрели друг на друга. Как могло быть живое существо в таком месте? Цзинь-Ло очень волновалась. Им было трудно выполнить эту миссию, и если бы дирижабль был уничтожен этим живым существом, их миссия не имела бы никакого значения. На поверхности был идеальный вакуум, но с помощью культивирования первого уровня небесной области Цзинь-Ло могла выжить в вакууме в течение долгого времени. Однако, согласно отчету умного мозга, количество привлеченных существ определенно было немалым. В аппаратной есть специальный мехкостюм. Мы сможем выйти, как только экипируемся в эти мехкостюмы. Город чудес скоро пришлет людей. Пойдем и займемся этим. Хорошо. Двое из них сняли одежду и переоделись в странный мехкостюм в аппаратной. Эта броня была полностью закрытой, и тело в ней было запечатано внутри, как консервная банка. На шлеме была маска из кристального камня, чтобы она не влияла на зрение. Помимо этого, оборудование, установленное в костюме, позволяло людям, не умеющим летать, легко летать в небе. Они здесь. Когда двое вышли за дверь, истребитель уже окружали странные существа. Эти существа были похожи на насекомых, в основном на богомолов с двумя гигантскими лезвиями. Они казались построенными из прозрачного нефрита, и можно было ясно видеть поток энергии, текущий через их тело. Существа этого места определенно сильно отличались от существ континента. Это определенно была необычная форма жизни. Они жили за счет энергии Луны, поэтому их тела были сформированы из лунных кристальных камней. Это была форма жизни, выросшая в такой естественной среде. Будь осторожна, нужно защитить самолет. Бесчисленные монстры начали атаковать. Духовная волна ярости.
Цзинь-Ло выпустила мощную духовную энергию, мгновенно отбросив назад большую группу окружающих монстров. Затем ее руки сошлись вместе, домен голубой воды. Были вызваны мощные волны энергии, полностью окружившие истребитель. Вивиан с удивлением посмотрела на Цзинь-Ло, никогда не ожидая, что Цзинь-Ло будет экспертом по двум природным духам. Наличие воды и духовных атрибутов одновременно — это можно было считать очень редким явлением. Глава 592. Бог Луны. Становилось все больше и больше лунных монстров, каждый из которых имел силу на втором уровне истинного духа. Хотя Цзинь-Ло был экспертом небесной области с мощной силой и духовной энергией, столкнувшись с мощными атаками всех этих монстров, было трудно удержать барьер надолго. Итак, ей нужно было найти способ быстро закончить эту битву. Побег пустоты. Это была техника совершенствования, которую Чутянь передал Вивиан, и теперь она освоила ее в царстве большого успеха. С пиком развития 7-го уровня истинного духа Вивиан могла практически игнорировать все атаки в царстве небесной области. Она быстро ворвалась в ряды этих монстров. Появился ее духовный источник пространственный кинжал. Вивиан взорвалась пространственной энергией, когда пространственный кинжал быстро исчез над ней. Несколько более сильных монстров перед ней были атакованы кинжалами в лоб, а мощная пространственная энергия поразила большое количество целей одновременно, создав большую дыру в их головах. На лбу Цзинь-Ло появилась синяя отметка, когда она активировала родословную королевской семьи. Была выпущена чистая и полупрозрачная энергия воды, мгновенно хлынувшая вперед, как волна из воды. Если присмотреться, можно увидеть, что в воде обитают десятки тысяч свирепых акул. 10 тысяч пожирающих акул. Когда эти монстры были погружены в воду, они не могли сопротивляться давлению мощной духовной энергии и были разорваны свирепыми акулами в клочья. Спираль тысячи драконов. После того, как наводнение поглотило все во всех направлениях, Цзинь-Ло выпустил еще более сильную секретную технику. Эти волны зашевелились, неистово устремившись вперед. Тысячи водных драконов продолжали кружить вокруг, пока они не создали гигантский водный смерч, всасывающий всех окружающих монстров. Хонг. Водный смерч взорвался. Сотни монстров были разорваны на куски, на лице Вивиан появилось шокированное выражение. Это была секретная техника королевской семьи Цзинь-Ло. Такая мощная аура и мощь, Цзинь-Ло действительно была лучшим экспертом в царстве небесной области. Мы позаботились обо всех. Вивиан огляделась. На лунном континенте не было гравитации, поэтому брызги воды во всех направлениях не падали. Это была не настоящая вода, скорее она была преобразована из духовной энергии Цзинь-Ло. Когда духовная энергия внутри нее была поглощена, вода естественным образом исчезла, а сотни уничтоженных монстров остались. Огромное количество обрывков монстров парило в воздухе, но они все еще извивались, как будто еще не умерли. Через несколько секунд все обрывки растворились, как воск при высокой температуре, и стекали обратно в землю, как вода. Уа, что это? Вивиан чувствовала, что это плохо. Почему они растаяли? Ситуация была слишком странной. Скорее всего, это не очень хорошо. Цзинь-Ло только что использовала секретную технику, и она использовала довольно много духовной энергии. Если бы они не смогли убить этих монстров, ситуация была бы очень плохой. Монстры, растворившиеся в земле, снова собрались и преобразовались. Монстры появлялись один за другим без единой царапины. Это было поистине шокирующим. Вивиан обнаружила, что монстры, которых она уничтожила, выздоровели. Это плохо, наши атаки вообще не могут убить этих тварей. Вокруг них было все больше и больше монстров. По самым скромным подсчетам, их было уже 1000. Эти двое никогда раньше не сталкивались с таким неприятным вопросом. Этих монстров невозможно убить обычными методами, и если весь лунный континент был заполнен этими существами, как мог город чудес построить здесь базу, когда они были на грани краха? В их головах раздался голос: «Вы двое отойдите назад, не тратьте больше энергии». Вивиан мгновенно обрадовалась, когда услышала этот знакомый голос, и ее сердце успокоилось. Комитет чудотворной торговли не смог бы подключиться сюда, но внутри истребителя была коммуникационная башня, поэтому они могли использовать связь только на небольшой площади Луны. Это здорово. Старший брат Чутянь здесь. Чутянь без какой-либо защиты вышел из самолета. После того, как его тело претерпело особую трансформацию, даже в таком абсолютном вакууме он вообще не пострадал бы, если бы не был защищен. Не было возможности говорить в абсолютном вакууме, но они могли передавать мысли через божественное чувство. С мощным божественным чувством у Чутяня, естественно, не было проблем с общением. Вивиан очень любопытно спросила: «Как нам убить этих монстров?» Чутянь ответил: «Эти формы жизни — монстры, созданные из божественного чувства древнего бога Луны. Пока сознание лунного бога не уничтожено, их невозможно убить.
Что такое бог Луны? Бог Луны, естественно, могущественный древний бог. После того, как великий древний мир был разрушен, этот духовный бог упал в космическое пространство и, наконец, стал Луной с его божественным чувством, оставшимся внутри. Чу Тянь просто объяснил, божественное чувство лунного бога достигло легендарного глубокого царства творения. С одной лишь мыслью жизнь создается из ничего, оно достаточно мощное, чтобы создавать вещи из воздуха. Эти монстры — существа, рожденные божественным чувством после падения лунного бога. Цзинь Ло в шоке сказала: «Ты имеешь в виду, что каждый монстр на Луне — это фрагмент божественного чувства лунного бога? Благодаря силе творения, даже если они будут уничтожены, они смогут восстановить себя». Так оно и есть. Этих парней нельзя убить обычными методами, если только у вас нет навыков уничтожить Луну. Тогда что нам делать? Вивиан обнаружила, что вокруг них собирается все больше и больше монстров. Если то, что сказал Чу Тянь, было правдой, даже король эльфов не смог бы ничего сделать. Не было никого, кто мог бы уничтожить божественное чувство древнего бога, даже если бы это был только фрагмент. Обычные атаки против божественного чувства были бесполезны. Что касается атак собственным божественным чувством, это было мечтой, бог Луны был божественным существом, с божественным чувством, достигшим царства творения. Божественное чувство Чутеня было только в царстве области видения, как он мог противостоять божественному чувству лунного бога. Внутри Луны была большая энергия, и лунные монстры могли использовать эту энергию, чтобы бесконечно расти и восстанавливать себя. Ни о чем беспокоиться. Раз я здесь, у меня есть способ с этим справиться. Когда Чутянь сказал это, из его одежды высунулась белоснежная лисица. В такой атмосфере настоящего вакуума, лишённой гравитации, этот маленький зверек был немного неадаптированным, но этот парень не был обычным зверем. Хотя это было не слишком удобно, на него не сильно повлияло. Лисенок посмотрел на тысячи монстров, и в его глазах вспыхнуло зеленое сияние. Он прыгнул в воздух, столкнувшись с этим морем чудовищ, лисенок использовал свои способности поглощения. Монстры быстро исчезли, как будто они испарились, высвободив большое количество энергии, которая была всосана маленьким лисом. Их были тысячи. Каждый был в царстве истинного духа. Даже если бы все они были только на первом уровне истинного духа, когда их было тысячи, проиграют ли они эксперту небесной области? Лисенок сразил их всех одним вздохом и выглядел как воздушный шар, который быстро расширялся. Мало того, что их было много, они еще и были качественными. Луна была мощным и совершенным божественным объектом. Другими словами, все на ней обладало силой и сущностью древнего духовного бога. Лисенок проглотил все это, и у него сформировался четвертый хвост, так как его сила значительно увеличилась. Конечно. Как и сказал Чутянь, этих монстров невозможно убить обычными методами. Это было бесполезно, даже если лисенок высосал всю их энергию, поскольку эти монстры не были сформированы из энергии, а скорее были фрагментами божественного чувства древнего бога. На том месте, где были побеждены монстры, остался свет размером с ноготь, который парил в воздухе, как маленькие светлячки. Огромное количество энергии вытекало из нефрита, как земля, и сгущалось вокруг светлячка, как свет. Чу Тянь холодно улыбнулся. Пламя вырвалось наружу и превратилось в огненного дракона, быстро пронесшегося по нефритовому полю. Он создал большое море пламени всего за несколько секунд. Фрагменты божественного чувства были сожжены призрачным пламенем мира пустоты, и хотя они не были уничтожены, было невозможно, чтобы они восстановились. Глаза Чутеня превратились в черные дыры, символизируя его способность поглощения. Его руки медленно распространились, и пламя рассеялось, поскольку все окружающие огни направлялись в тело Чутеня. Насколько сильным был фрагмент божественного чувства духовного бога, даже если в нем были следы разума и духовной энергии бога Луны, и смертные не могли этому противостоять. Чутянь фактически проглатывал их все своим телом. Чутянь совсем не чувствовал себя таким странным, поскольку древний бог уже умер в течение бесчисленных лет, а божественное чувство было фрагментировано, поэтому их влияние на Чутеня было ограниченным. В этих фрагментах божественного чувства не было слабой энергии. Если бы Чутянь мог их все усовершенствовать, он мог бы легко достичь пика 9-го уровня истинного духа, и это было бы большим подспорьем для его божественного чувства. Луна была огромным сокровищем. Она не только содержала большое количество ресурсов для лисенка Чутеня и важных членов компании, но и могла использоваться для быстрого увеличения их силы. Транспортная башня продолжала гореть. К ним постоянно присылали людей. Различные эксперты, ремесленники и ученые Лесного Альянса были отправлены из своих местных транспортных башен на Луну. Через некоторое время здесь собралось более 1000 человек, и они начали быстро строить лунную базу. Были люди. Были ресурсы.
Лунная база Лесного альянса была построена всего за несколько дней, став основным центром добычи полезных ископаемых и складом космических материалов. Новая космическая шахта была не только важным делом для Лесного альянса, она также значительно подняла боевой дух Лесного альянса и подняла волны по всему континенту. Теперь были далекие места, которые никогда не слышали о Комитете чудотворной торговли, но теперь начали узнавать об этом. Лесной альянс становился известным. Это создало большое давление, а также было огромной возможностью. Действия Лесного альянса были слишком выдающимися, поэтому им придется столкнуться с настоящими тиранами континента. Если они смогут правильно договориться о вещах, Комитет чудотворной торговли сможет использовать эту рекламу для распространения своего имени по всему континенту, создав для них отличный шанс для развития своей компании. Глава 593. Официальное присоединение. Суммарная общая площадь Луны была примерно такой же, как и у Великой Летней страны. Истребителю Черного Грома требовалось меньше часа, чтобы облететь ее. Хотя она и не была большой, как только база будет создана, это будет очень значимая и ценная вещь. Луна образовалась от великого древнего духовного бога. Кожа, плоть, кости, кровь и костный мозг бога Луны стали драгоценными материалами Луны. Все навыки и сила лунного бога превратились в энергию, занимающую более 90% Луны, которая представляла собой особый вид кристаллической руды. Она была в несколько раз сильнее, чем высококачественная серебряная кристаллическая руда, добываемая на континенте. Чутянь фактически захватил несколько сотен гигантских шахт. Даже если Комитет чудотворной торговли не откроет никаких новых рудников на континенте, для них не составит труда потреблять ресурсы на Луне еще сотни или даже тысячи лет. Лисенок нырнул в море жидкой руды, переходя от брасса к собачьей весле и плаванию на спине. Хотя на Луне практически не было гравитации, энергия внутри жидкости была плотно собрана в поток, так что Лисенок мог с радостью играть внутри нее. Это море, сформированное из энергии, было просто самым привлекательным местом в мире, и маленькая лиса хотела бы высосать все это море досуха. «Маленький лис, хватит играть. Скоро прибудет еще одна партия, иди и помоги». Чутянь использовал свое божественное чувство, чтобы послать свой голос маленькому лису. Услышав приказ Чутяня, Лисенок вскочил. Он увидел несколько сотен лунных монстров, вышедших из окружающих их горных вершин. Действительно, лунных монстров было слишком много. Лунную базу продолжали атаковать, и их нельзя было убить, что создавало немало проблем. Это было большим препятствием для расширения лунной базы и представляло довольно большую угрозу их безопасности. Именно из-за этого человек и лиса были задержаны здесь на 2 недели, просто чтобы истребить монстров вокруг базы. На этот раз было так мало. Лисенок посмотрел на монстров, которых привел Чутянь, и в душе пожаловался. Этого не хватит даже на то, чтобы заполнить щели между его зубами. Этот хозяин становится все более бесполезным. Лисенок испустил белое дыхание, и это белое дыхание распылилось по воздуху, мгновенно окружив монстров. Это было похоже на то, как будто эти монстры были окружены разъедающей жидкостью, и они быстро начали демонстрировать признаки разрушения, пока они не потеряли свою изначальную форму. Лисенок открыл пасть, чтобы проглотить всю эту эссенцию. Он не мог переварить всю эту энергию сразу. Лисенок медленно упал на землю, и на его спине появился 5-й хвост. За эти 2 недели Лисенок без промедления поглотил всю живность на Луне. На Луне были 3 маленькие реки, высосанные им, и он поглотил более 10 тысяч лунных монстров, поэтому быстро превратился в 5-хвостого лиса. Способности клана демонической лисы зависели от количества хвостов, которые у них были. Сколько способностей было у маленького лиса, даже Чутянь не знал об этом. Лисенок был очень лукавым, и ему нелегко было раскрыть его способности, но он покорно раскрыл бы их сам, только когда придет время. Мир пустоты. Чутянь выпустил свое пламя мира пустоты, чтобы создать море пламени, чтобы подавить фрагменты божественного чувства, прежде чем активировать свою способность поглощения. Его тело мгновенно превратилось в черную дыру и полностью поглотило эти фрагменты божественного чувства. Горячо, невыносимое беспокойство. Чутянь почувствовал себя подавленным вулканом, готовым извергнуться. В последнее время он проглотил слишком много фрагментов божественного чувства лунного бога, поэтому его совершенствование начало подавать признаки прорыва. С ревом были выпущены мощные энергетические волны. Несколько гор из лунного нефрита были расколоты. Чутянь был освобожден от закрытия, поскольку он прямо атаковал свое узкое место, позволяя своему совершенствованию перейти с 9-го уровня истинного духа на пиковый 9-й уровень истинного духа. Наконец-то я прорвался, все эти фрагменты божественного чувства не были проглочены напрасно. Чутянь не чувствовал себя странным в своем прорыве, все произошло очень естественно, но он все равно был приятно удивлен. Комитет чудотворной торговли не мог сравниться с предыдущим, у них уже было более сотни бессмертных трав 3-го уровня, а также несколько десятков, посаженных в садах чудес.
Для Чутяня преодолеть небольшое узкое место, разве это не так просто, как щелкнуть пальцами? Чутяню не нужно было держать запас бессмертных трав, он в основном держал их для использования Мэн-Ин и молодой мисс. Им не хватало таланта совершенствования, и если бы они не восполнили его ресурсами, им было бы трудно за ним угнаться. Бессмертные травы были редкими сокровищами на континенте и улучшали физическое состояние, поэтому они нуждались в этом больше, чем Чутянь. Что касается растущих бессмертных трав в садах чудес, они были еще важнее. Чутянь использовал метод небесной расы, чтобы позволить этим бессмертным травам поглотить силу демонического бога, прежде чем использовать их для создания пилюль. Эти пилюли могут изменить организм человека. Это было не только очень полезно для молодой мисс и других, но и привлекало даже таких существ, как лорд драконов, позволяя их силе еще на один шаг увеличиться. Кажется, рядом с нами осталось не так много монстров. Чутянь пронесся по местности своим божественным чувством. «Лис, ты выполнил задание, которое я тебе дал?» Лисенок покачал головой. Чутянь искал туннель, который мог бы соединиться с ядром Луны. Это произошло потому, что Чутянь знал, что Луна была не просто гигантским запасом ресурсов, она даже скрывала несравненное сокровище, наследие лунного бога. Бог Луны был могущественным великим духовным богом в древнюю эпоху, что делало его редким божественным объектом. Его сила среди демонов и богов считалась вершиной существования. Если бы Чутянь смог поглотить все божественные чувства и силу лунного бога, это было бы очень полезно для него. Не говоря уже ни о чем другом, ему, по крайней мере, было бы очень легко добраться до Царства Небесной области. Конечно. Все это требовало дальнейшего рассмотрения, они здесь впервые. Если Чутянь хотел найти туннель, который мог бы достичь ядра на такой большой площади, как это было бы легко найти? Даже если бы он смог его найти, Чутянь не осмелился бы войти. В конце концов, даже если духовный бог был мертв, он не знал, что он найдет внутри. Он планировал сделать все медленно. Пойдем, мы уходим. Чутянь достал транспортный свиток. Хотя на базе была транспортная башня, Чутянь теперь был богат. В транспортном свитке использовался только один фрагмент ука звезды, как нынешний Чутянь мог заботиться об этой маленькой сумме денег со вспышкой белого света. Воздух, окружавший Чутяня, был подобен горячей воде, быстро впитывая его внутрь. Чутянь силой сделал несколько вдохов, выплюнув последний неприятный воздух, оставшийся в его легких. Хотя его тело было достаточно сильным, чтобы выжить в вакууме, находиться на земле все же было удобнее. Когда Чутянь появился в транспортной башне города чудес, он обнаружил, что город всего за несколько дней стал намного более оживленным. Скорее всего, из-за успешного запуска ракеты. Популярность города чудес достигла пика, и богатые люди из самых разных мест приезжали в город чудес и были шокированы процветанием и удобством этого города. Количество иммиграционных заявлений в город чудес увеличилось в несколько раз. Эксперты из больших городов Лесного альянса и знатные королевские семьи Союза королевств, все они хотели карту гражданина города чудес. Даже если бы это был небольшой магазин в городе чудес или небольшая комната, дворянам было бы чем похвастаться. С возвращением, городской лорд. Транспортной системой города чудес управлял умный мозг. Каждый транспорт должен был выполнить соответствующие процедуры, иначе транспорт не будет активирован. Это обеспечивало более стабильный транспорт, а также защищало безопасность различных городов. Это было из-за этого. Кто и когда использовал транспортную башню? Умный мозг должен был четко зафиксировать это. Прибытие Чутяня было четко записано, да и не стоит забывать, что по всему городу были глаза 0. Даже если бы не было системы наблюдения, о прибытии Чутяня немедленно доложили бы 0. 0 давно не виделись. Твои изменения уже внесены. Чутянь знал, что 0 был закрыт на какое-то время. Поскольку он вернулся, это означало, что обновления были завершены. Как дела? Да, обновления завершены. Моя скорость вычислений в 54 раза выше, чем раньше, и моя база данных также имеет емкость в 13 раз больше, чем раньше. Только со мной уже достаточно, чтобы контролировать все в городе чудес. Неплохо. Чутянь кивнул. Сколько умных мозгов может использовать миллиард процессов в секунду? Умный мозг в банке чудес был обновлен. В остальных 4 банках в настоящее время проводится модернизация. Чутянь разговаривал с 0, выходя из зала. Когда город чудес появился перед ним, Чутянь был шокирован городом, который он увидел. Это произошло потому, что в городе чудес было несколько районов с крупномасштабной застройкой, создававших всевозможные красивые замки и большие здания, вырастающие, как грибы после дождя. Быстро родилось несколько больших жилых, деловых и развлекательных зон. Чутянь узнал это из разговора с 0. Мэн Цинву имела контракт с гигантским горным хребтом, наняв более 100 000 ремесленников.
В городе чудес мастера-гиганты строили всевозможные здания. Население города продолжало расти, и от мигрантов поступало все больше и больше заявлений. Даже если бы это была обычная комната, она уже могла стоить более 10 тысяч исходных камней. Город чудес мог заработать большие деньги только на недвижимости. Если они продадут 1000 комнат, сколько исходных камней они получат напрямую, но Мэн Цинву наложила на них жесткие ограничения. Она строго отбирала тех, кто становился гражданами города чудес. Люди, которые могли эмигрировать в город чудес, были в основном людьми с технологическим прошлым, либо имели звание ученых, либо были посторонними, которые приносили пользу городу. В городе чудес была лучшая академия и исследовательский центр на континенте, у них вообще не было недостатка в деньгах. Чтобы город развивался в долгосрочной перспективе, Мэн Цинву требовалось только элитное население. Если бы они имели большие достижения, Мэн Цинву могла бы даже предложить им различные льготы и бесплатные постройки. Голос Ноль стал намного естественнее, он больше не был ледяным без каких-либо эмоций. Подземные паучьи кристаллы открыли новую эру для умных мозгов. Эти сверхмощные инструменты поддержки можно было бы лучше использовать в различных инструментах и производственных линиях Комитета чудотворной торговли. Из-за того, что они портативны, их можно было даже широко использовать. Если бы ты не вернулся, я была бы готова отправиться на Луну, чтобы найти тебя. Когда Мэн Ин вышла, она была одета в очень продвинутый серебряный научно-фантастический меховой костюм. Она нахально подмигнула ему. Город Западного моря связалась с нами, они готовы присоединиться к Лесному альянсу. Чутянь был немного ошеломлен. Хотя это было ожидаемо, что город Западного моря присоединится к ним рано или поздно, он все равно был немного удивлен, ведь это означало, что их альянс наконец-то будет завершен. Глава 594. Снова в Западное море. Почему не было города Западного моря среди 4 лесных гигантов? Город Западного моря был частью глубокой Синей империи, все подчиненные им города находились среди западного побережья, островов и на морском дне. У них не было много лесных городов, поэтому их влияние в лесу было довольно слабым. Но с точки зрения общего влияния, город Западного моря не уступал Диким горам. В этом не было сомнений, этот город был самым оживленным городом на побережье Западного моря, а также имел много связей с большими и маленькими королевствами и империями. Это сотрудничество имеет большое стратегическое значение. Мэн Цинву заявила на экстренном совещании, Лесному альянсу нужен город Западного моря не только для добычи морских ресурсов в будущем, но и для того, чтобы открыть большие возможности для расширения в будущем. Самым важным является то, что мы можем пройти через город Западного моря, чтобы соединиться с прибрежными городами континента, позволяя нашим продуктам и технологиям распространиться на них. Все кивнули. Город Западного моря был единственным суперторговым городом в лесу хаоса. Что касается стран, связанных с городом Западного моря, то здесь были 2-3 империи и более 10 различных враждующих королевств, а также бесчисленное множество больших и малых королевств, а также племена и страны морских рас. Если бы город чудес использовал отношения города Западного моря, они смогли бы сэкономить немало неприятностей. Конечно, в этом вопросе есть только преимущества, и нет недостатков для города Западного моря. Независимо от того, насколько сильны силы, пускающие слюни над городом Западного моря, они никогда не могут быть такими удобными, как Лесной альянс. Если у города Западного моря будет Лесной альянс в качестве их поддержки, даже если у империи будут идеи о них, им все равно придется дважды подумать. Это тоже факт, Большая Сухая империя уже пускала слюни над городом Западного моря. Если бы город Западного моря стал частью Лесного альянса с технологиями и оружием Лесного альянса, посмела бы Большая Сухая империя легко двинуться против города Западного моря. Не говоря уже о других технологиях, просто с космическими вратами было нелегко справиться. Хотя потребление было высоким, возможность отправить армию в любую точку континента была кошмаром для любой силы. Чутянь, Мэн Ин, Цзинь Ло и Вивиан сидели в конференц-зале и слушали инструкции молодой мисс. Лесной альянс мог быть завершен только с городом Западного моря. Если бы на побережье Западного моря была мощная нейтральная держава, тогда если бы Лесной альянс захотел бы что-то сделать через море, им пришлось бы быть очень осторожными, и это неизбежно вызвало бы трение. Городской лорд Западного моря выразил намерение присоединиться к альянсу, это неожиданно. Мэн Ин очень обрадовалась этому, мы определенно сэкономим немало усилий. Город Западного моря только выразил намерение обсудить этот вопрос. Пока этот вопрос не будет решен, мы не можем проявить халатность. Чего вы боитесь? Цзинь Ло уже стала частью нас. Вивиан беззаботно сказала, сырой рис уже превратился в вареный. План города чудес сделал Цзинь Ло знаменитой всего за одну ночь. В нынешнем Лесном альянсе и Союзе королевств нет людей, которые не узнали бы принцессу Цзинь Ло, и она даже имела высокую популярность на континенте.
Ее плакаты были развешаны повсюду, привлекая дикое поклонение миллионов людей, уже став большой звездой, которая была идолом с большой силой. У Цзиньло также была очень редко встречающаяся врожденная духовная энергия, хотя Лесной Альянс был очень силен. Им по-прежнему было очень трудно найти эксперта в Царстве Небесной области с редкой врожденной духовной энергией. Теперь, когда Цзиньло оказалась у их дверей, как могла молодая мисс не использовать такой талант, технология духовной энергии Комитета чудотворной торговли была ключевым моментом для компании, и теперь им не хватало кого-то с высокими достижениями в духовной энергии, чтобы руководить ею. Цзиньло сейчас пользовалась большой популярностью, было бы жаль, если бы она не представляла новинки для компании. Цзиньло уже стала частью высшего руководства Комитета чудотворной торговли. В основном она отвечала за разработку продуктов и услуг духовной энергии. Цзиньло стала высокопоставленной участницей Города чудес, и ее слава распространилась во всех направлениях. Как мог город Западного моря не знать об этом? В конце концов, Цзиньло в будущем станет городским лордом Западного моря. Цзиньло пробыла в Городе чудес полмесяца и не возвращалась, поэтому жители западного морского города не могли не волноваться. Быстрый рост Лесного Альянса был очевиден для всех, включая несколько королевств и сотни лесных городов, а также подземелье и космическое пространство. Будь то население, территория или ресурсы, Лесной Альянс уже мог стать такой большой державой, как Империя. Глубокой Синей Империи больше не существовало, городу Западного моря пришлось искать себе нового покровителя, почему бы не положиться на Лесной Альянс? По крайней мере, каждый член Лесного Альянса получал одинаковое справедливое отношение. Это было, по крайней мере, намного выгоднее, чем пребывание под властью Большой Империи. Однако с характером Мэн Цинву, не дойдя до последней ступени, она не могла расслабиться. Она организовывала людей. Я надеюсь, что во время этой поездки в город Западного моря мы сможем построить транспортную башню и космический склад. Расслабьтесь. Я поговорю с бабушкой Боша. Цзиньло заговорила, даже не подумав. Это определенно не проблема. В последнее время в городе ничего не происходило. Чутянь взял Мэн-Ин за плечо. «Я отведу тебя к морю поиграть, мы также можем попробовать морепродукты в Западном море». Красивое лицо Мэн-Ин слегка покраснело. «Ты можешь быть серьезнее. «Босс, я тоже хочу поехать». «Старший брат Чутянь, я тоже». Вивиан и Наньгун Юнь были людьми, которые любили веселье и, естественно, жаждали таких вещей. Чутяню было трудно найти время, чтобы повеселиться с Мэн-Ин. Теперь эти две лампочки тоже хотели последовать за ними. Забудьте об этом, даже если бы это были лампочки, они все равно были красивыми лампочками, так что они не испортили бы веселье. Хорошо, будем играть, пока не будем довольны Западным морем. Чутянь уже обсуждал, как развлечься с ними троими, отбросив всю работу в сторону, заставляя Мэн Цинву чувствовать себя очень беспомощной. Люди Города чудес, кто ее не уважал? Даже такие очень активные люди, как Наньгун Юнь или своенравная маленькая принцесса, вроде Вивиан, были такими. Но этот парень пришел, и все расслабились. Мэн Цинву мягко закашляла. «Я уже все приготовила, вы можете немедленно отправиться в путь». Чутянь посмотрел на молодую мисс и сказал: «Молодая мисс, вы тоже поедете с нами». «Я? Как я мог уйти?» Мэн Цинву закатила глаза и сказала мрачным голосом: «Как я могу легко покинуть город чудес? Ты можешь перестать шутить?» Юная мисс была сердцем и мозгом Города чудес и Комитета чудотворной торговли, и ей приходилось делать много дел каждый день, и ей приходилось заботиться о бесчисленных задачах. На нее давили почти все мелкие и большие дела Лесного Альянса. Как она могла уйти? Нет. Чутянь был недоволен и продолжал убеждать юную мисс: «Не забывай, я босс. Я отдаю тебе приказ, следующие 7 дней ты должна поиграть с нами». «Верно. Старшая сестра, поиграй с нами». Мэн-Ин немедленно подняла руки в знак согласия. Она яснее других понимала, как тяжело было ее старшей сестре. Никто не мог лишить ее старшую сестру жизни, поэтому она была очень довольна решением Чутяня. Этот парень, занявший пост председателя, наконец-то немного выполнял свою работу. Наньгун Юнь также сказала: «Верно, с Ноль здесь, что может случиться?» Даже по вопросам, которые невозможно решить, Ноль может связаться со старшей сестрой. Вивиан также присоединилась к убеждению: «Мы все время были заняты, мы никогда не брали отпуск». Цзиньло была новичком, поэтому она была немного сбита с толку. Мэн Цинву сказала с беспомощной горькой улыбкой: «После того, как вы все построите транспортную башню в городе Западного моря, разве я не смогу телепортироваться? У меня много проектов и планов, у меня действительно нет времени на 7-дневный отпуск». «Нет». Чутянь проявил редкую твердую позицию. Это приказ председателя. Мэн-Ин также сказала: «Старшая сестра, мы едем на истребителе Черный Гером, как много времени это может занять?» «Это займет меньше половины дня, так что перестань волноваться».
В худшем случае мы можем попросить эльфийского короля или Цинария помочь нам присмотреть за всем. Мэн Цинву никак не могла справиться с Чутянем и остальными. Хорошо, хорошо, только один раз. Ура! Мэн Ин от радости вскочила. Увидев отпуск старшей сестры, она была счастливее, чем она сама. Она немедленно подбежала, чтобы потянуть Мэн Цинву. Пойдем, переоденемся и немедленно отправляемся. Это должно было быть серьезной задачей. Но Чутянь превратил это в отпуск. Они полетели на истребителе и покинули город чудес. Через несколько часов они достигли прекрасного морского побережья. Когда Цзинь-Ло появилась в городе Западного моря, весь город Западного моря был взволнован. Ее высочество, принцесса Цзинь-Ло, вернулась. «Принцесса, ты действительно потрясающая. Мы тайно купили видеоплеер у торговцев Лесного Альянса, и все мы видели, как вы сидите в ракете с принцессой эльфов. Ваша история уже распространилась по городу Западного моря, вы действительно совершили что-то невероятное». Цзинь-Ло обычно не знали в городе Западного моря, большинство представителей среднего и низшего класса даже не знали о существовании принцессы-русалки. Благодаря рекламе Комитета чудотворной торговли теперь все знали, что Цзинь-Ло является принцессой. Особенно некоторые сестры-русалки, с которыми у нее были хорошие отношения. Все они смотрели на Цзинь-Ло глазами, полными поклонения. Цзинь-Ло отсутствовала месяц, а когда она вернулась в город Западного моря, она уже стала героем города Западного моря. Мало того, что она отправилась на Луну, она была одним из людей, отвечавших за ракету, так как же люди могли не поклоняться ей. Цзинь-Ло также была полна гордости. «Не сосредотачивайтесь только на мне, это люди города чудес. Это городской лорд Чутянь, вице-лорд города Мэн Цинву, вице-лорд города Вивиан, министр производства ресурсов Мэн Ин и министр вооруженных сил и боеприпасов Наньгун Юнь. Все они важные люди в городе чудес. На этот раз они приехали в город Западного моря, чтобы обсудить альянс. В самом деле, так это городской лорд Чутянь. Даже вице-лорд города Мэн Цинву здесь. У нашего города Западного моря такое лицо. Разве это не маленькая принцесса Вивиан? Она была эльфийской принцессой в ракете с нашей принцессой. Теплый прием в городе Западного моря превзошел все ожидания. Хотя это и не входило в их сферу влияния, город Западного моря был торговым центром леса хаоса, поэтому они не только получали информацию, но и продавали здесь много товаров города чудес. Итак, эти люди очень четко знали этих важных людей из города чудес. Прибытие города чудес для обсуждения сотрудничества наполнило жителей города Западного моря приятным сюрпризом и нетерпением. Чутянь сказал с улыбкой: «Молодая мисс, вы это видите? Это желание граждан. Я чувствую, что нам следует провести еще несколько пропагандистских кампаний, чтобы все города узнали о преимуществах города чудес. Если Боша продолжит с нами не соглашаться, она пойдет против собственных граждан». Глава 595. Альянс. Не было враньем, что город Западного моря был самым красивым местом в регионе леса хаоса. Почти каждый человек, прибывший в город Западного моря, был бы потрясен его красотой. Эльфы были расой с высокими эстетическими стандартами красоты. Но по сравнению с тонкими характеристиками эльфов, русалки были переполнены страстью и выразительностью. Город Западного моря был городом, которым правили русалы, поэтому, естественно, он был наполнен стилем русалов. Сестры Мэн, Вивиан и Наньгун Юнь были глубоко потрясены приездом сюда. Чутянь не спешил повидаться с Боша после приезда в город Западного моря. Он открыто гулял по городу Западного моря, даря дары и пожертвования гражданам. В последнее время город чудес очень процветает, так что Чутянь открыто приехал вот так. Большинство горожан знали, что Чутянь был здесь, чтобы обсудить сотрудничество. Русалки выжидающе посмотрели на Чутяня и сказали: «Вы построите театры в городе Западного моря?» «Конечно». Чутянь махнул рукой: «Я планирую построить 20 штук, и они будут бесплатными для прекрасных русалок. Я также построю радиостанцию в городе Западного моря, чтобы найти артистов среди русалок, и чтобы прекрасный голос русалок разнесся по всему континенту». Эти русалки были ошеломлены, услышав это. Чутянь продолжал хвастаться: «Это лишь небольшая выгода. Я готов построить транспортные башни в западном морском городе, чтобы каждый русал мог испытать удобство телепортации. Помимо этого, я готов построить торговый центр чудес и космический склад, что позволит каждому жителю города Западного моря стать в 10 раз богаче, чем раньше». Русалки были совершенно ошеломлены. «Это правда». Русалка с сомнением сказала: «Ты ведь не солгал бы всем нам?» «Как я мог бы солгать вам?» Чутянь ущипнул девочку за щеки. «Я говорю вам всем, ваша принцесса Цзинь-Ло не только участвовала в космическом плане, но и является высокопоставленным участником Комитета чудотворной торговли. В настоящее время она участвует в важном исследовании,
и я верю, что она сможет создать что-то еще более невероятное. Уа, принцесса Цзинь Ло такая замечательная. Чу Тянь громко сказал: это сотрудничество между городом Западного моря и городом чудес очень важно. Оно должно пройти гладко, несмотря ни на что. Разве вы все не согласны? Да. Чу Тянь продолжил: кто бы ни пошел против нашего альянса, он идет против благ Западного моря и принцессы Цзинь Ло. Каждый должен сделать ход и поддержать альянс. Когда город Западного моря станет частью лесного альянса, кто на континенте посмеет запугивать вас? Все кивнули. Городской лорд Чу Тянь был прав, это сотрудничество было слишком важным. Цзинь Ло сказала в это время: бабушка Боша ждет во дворце, она просит вас всех немедленно прийти. Все, ждите моих хороших новостей. Чу Тянь попрощался с жителями города Западного моря. Таким образом, весь город Западного моря знал, что Чу Тянь был здесь. Чу Тянь не поверил, неужели Боша сознательно откажется от такого выгодного сотрудничества? Даже если она не отличает хорошего от плохого, нужно учитывать общественное мнение. Дворец русалок был очень роскошным и совсем не казался вульгарным. Песня русалок звучала во дворце, заставляя людей чувствовать, что они во сне. Почетные гости, приезжающие в город Западного моря, этот городской лорд приветствует вас. Боша посмотрел на группу Чутяня. У нас возникли небольшие недоразумения ранее. Надеюсь, городской лорд Чутянь не возражает. Мелочь, я уже забыл об этом. Чутянь прямо сказал: теперь мы все часть одной семьи, не так ли? Боша, на этот раз вы приняли очень мудрое решение. Присоединение города Западного моря к лесному альянсу приносит только пользу, а не вред. Я как человек не люблю тратить время зря, как насчет подписания договора напрямую. Это сэкономит нам немало драгоценного времени. Боша слегка нахмурила брови. Она только сказала обсудить и еще ни с чем не согласилась. Забудьте об этом парне, упоминающем об этом повсюду. Теперь он даже говорил это напрямую, он вообще не заботился о лице Боша. Однако тенденцию присоединения города Западного моря к лесному альянсу Боша не могла остановить или отвергнуть вообще. Она не могла отвергнуть слова Чутяня напрямую, верно? Лесной альянс был сейчас на пике, Боша думал о том, как получить больше преимуществ от союза, и лучшим способом было заключить брачный союз с городом чудес, когда Цзинь Ло выйдет замуж за Чутяня. Тогда, с положением Чутяня в лесном альянсе, русалки определенно заняли бы более высокое место. Верно, городской лорд Боша, позвольте мне кое-кого представить. Чутянь внезапно встал, чтобы заговорить, взяв Мэн Ин рядом с собой под руку. Это моя невеста Мэн Ин, мы знакомы уже 2 года. Я готов устроить ей свадьбу, которая потрясет весь континент, и назначить местом нашей свадьбы город Западного моря. Думаю, городской лорд Боша меня не отвергнет. Лицо Мэн Ин покраснело. Она просто случайно сказала это. Она никогда не думала, что Чутянь отнесется к этому серьезно. Более важным было то, что Мэн Ин знала, какой конфликт был у Чутяня с Боша. Чтобы Чутянь сказал это в лицо Боша, это не означало уничтожить лицо городского лорда Боша. Уа, правда. Наньгун Юнь вообще не скрывала ревности на своем лице. Ин, это девушка. Ты собираешься выйти замуж за босса, и даже мне не сказала. Вивиан кивнула и сказала: свадьба старшего брата Чутяня, несомненно, будет распространена по всему миру. Город Западного моря прославится благодаря ей. Это отличная возможность для рекламы города Западного моря. Боша мягко закашляла. Чутянь сделал первый шаг. Она не могла упомянуть о брачном союзе. Городской лорд Чутянь, романтик, это, безусловно, будет отличная история. Боша уклонилась от этого вопроса. Давайте сначала поговорим об альянсе. Наконец-то вернулись к основному предмету. Городскому лорду Боша не нужно ни о чем беспокоиться. Раздался зрелый и притягательный голос. Мэн Цинву встала и сказала: лесной альянс — это то, что никто не может остановить. Город Западного моря получит больше возможностей, чем раньше вы присоединитесь. Если город Западного моря и дальше будет колебаться, вы потеряете свое нынешнее превосходство. Юная мисс не была высокомерной или скромной. Присоединяйтесь вы или нет, решать вам, я не буду вас упрашивать, город чудес действительно обладал такой уверенностью. Лесной альянс становился сильнее с каждым днем. Если вы говорите, что ваш город Западного моря все еще имел преимущество, вы слишком сильно ошибаетесь. Хотя город Западного моря принесет лесному альянсу немалую помощь, если город Западного моря не присоединится, смогут ли они действительно поколебать лесной альянс? Ну и шутка, 4 гиганта, мир чистилища и подземный мир принадлежат лесному альянсу. Даже если город Западного моря не был доволен лесным альянсом, они ничего не могли сделать в одиночку. Это должно быть вице-лорд города чудес и юная мисс Мэн Цинву.
Боша была очень спокойна. Я давно слышал о вас, но это наша первая встреча. Ваш стиль действительно необычный. Этот мир уже принадлежит вам, молодые люди. Эта старушка была просто губернатором глубокой синей империи, и теперь, когда я нахожусь в конце моей жизни, у меня нет другой просьбы. Достаточно просто управлять небольшим местом и иметь свободу. Хотя вступление в лесной альянс выгодно, существует довольно много ограничений. Если лесной альянс хочет нацелиться на мир, в конце концов, вам придется нацелить свои прицелы на город Западного моря, так что есть немало вещей, которые следует учитывать. В ее словах был смысл. Какие преимущества вы можете мне дать? Мэн Цинву догадалась, что Боша упомянет об этом, поэтому она ничего не обещала и прямо спросила, чего хочет городской лорд? Пожалуйста, говорите свободно. Городской лорд Боша медленно произнесла, согласно тому, что знает эта старушка, эльфы, духовные звери, гиганты, драконы и вы все основали банк. Вы храните богатство сотен миллионов людей в лесу и начали расширяться в королевство, это действительно вызывает волну. Русалки, большой клан морской расы, ваше имя, престиж и сила призыва выдающиеся. Город чудес готов помочь русалкам основать собственный банк. Хотя русалки начали поздно и не смогут конкурировать с другими берегами континента, регион, в который вы все нацеливаетесь, отличается. У вас есть естественное преимущество в регионе морских рас. Боша медленно кивнула. В то время Боша изучала город чудес, и банк сильно ее привлек. Если бы комитет чудотворной торговли поддержал город Западного моря, создать глубокий синий банк — это было бы выгодно для развития русалок в море. В будущем у глубокой синей империи появится еще один способ возродиться в Западном море. Боша провела большую часть своей жизни в глубокой синей империи, поэтому восстановление ее было для нее мечтой. Открыть банк сейчас не было возможным, если бы город чудес не согласился. По словам Мэн Цинву, город Западного моря получит лицензию на создание банка, которая в будущем станет еще более редкой. Город Западного моря первым на континенте создаст банк в море, этого хватит, чтобы на долгое время иметь преимущество. Затем Боша сказала, город Западного моря — самый процветающий торговый город западного побережья, наши торговые пути достигают нескольких десятков больших и малых королевств и даже доходят до враждующих королевств и империй. Распространившись на миллиарды людей на континенте и в море, он является крупнейшим торговым центром западного побережья. Город Западного моря смог стать таким процветающим благодаря нашим торговым операциям. Если мы присоединимся к лесному альянсу, как лесной альянс обеспечит преимущество города Западного моря? Город Западного моря имел преимущество на западном побережье, что позволяло им быть главным торговым центром на море. Город чудес имел превосходство в воздушном транспорте и в будущем станет коммерческой линией жизни на континенте. Если после того, как они присоединятся к лесному альянсу, и город чудес использует Западное море для создания торговых путей, как город Западного моря мог бы конкурировать с городом чудес в будущем? Город чудес готов сотрудничать с городом Западного моря, открывая космический склад и торговый центр чудес. Мы поможем городу Западного моря войти в текущую бизнес-сеть, создав удобную торговую сеть по морю, космосу и воздуху. Что бы ни было в городе чудес, в Западном море тоже будет. Мы сотрудничаем, у нас никогда не будет технологического преимущества. Мужественно. Боша посмотрела на Мэн Цинву, и в ее глазах промелькнуло восхищение. Для комитета чудотворной торговли, у которого есть такой вице-председатель, как вы, теперь неудивительно, что он может стать большим влиянием, которое может свободно перемещаться в лесу хаоса всего за короткие 2 года. Никто другой не мог этого сделать. Город чудес определенно может заменить город Западного моря, но Мэн Цинву этого не сделала. Обычным людям это могло бы показаться невероятным, но это можно прекрасно объяснить с точки зрения города чудес. Все они использовали технологии и каналы города чудес, поэтому город чудес не пренебрегал этим преимуществом. Город Западного моря мог делать то, что они хотели, город чудес не украл бы у них рынок. Мэн Цинву сказала Боша, что касается статуса Цзиньло, мы уже знаем. Цзиньло уже является высокопоставленным участником комитета чудотворной торговли. Цзиньло и русалки обладают врожденной духовной энергией. Это очень редкий талант для комитета чудотворной торговли. Мы возложим на принцессу Цзиньло большую ответственность и привлечем в компанию множество русалок. Я полагаю, что статус русалок в будущем будет сопоставим со статусом эльфов. Юная мисс просто умела читать мысли. Ей было ясно все, о чем думала Боша. Почему Боша спешила женить Цзиньло и Чутиня? Это произошло потому, что Боша знала, что ее время ограничено, и хотела найти покровителя для города Западного моря и русалок. Метод Мэн Цинву, без сомнения, был лучшим выбором, русалки были редко росой, потому что врожденная духовная энергия была широко распространена среди расы. Песня русалок могла сломить разум даже самого сильного морского капитана. Комитет чудотворной торговли, имея только цветочных фей, не мог создать духовный мир, русалки определенно были важным дополнением.
какие еще заботы могли быть у Боша? Когда все это говорит вице-лорд города Мэн, этой старушке больше нечего сказать. Боша встала, чтобы серьезно поклониться Мэн Цинву. Наша раса — русало-гостеприимная раса. Эта старушка уже приготовила банкет во дворце, никто из вас не будет разочарован. Ха. Чутянь обнаружил, что с молодой мисс здесь у него не было возможности ничего сказать. Он мог только рассмеяться, нам придется испытать гостеприимство русалок.